Привет, друзья! Сегодня будет тушенка. Нежная, сочная, невероятно вкусная домашняя тушенка. В условиях постоянного отключения света встал острый вопрос хранения мяса. У меня в морозилке было 3 прекрасные жирные домашние уточки. Сразу все их приготовить и съесть мы были не в силах. И поэтому было решено готовить утиную тушенку. У утки я удалила каркасы и лишние суставы на ножках. Из них я сварила вкусный утиный бульон, который в дальнейшем нам понадобится при приготовлении тушенки. В разделанном и подготовленном виде у меня получилось 3 килограмма 260 грамм мяса. При приготовлении тушенки очень важно соблюдать процентное соотношение соли и мяса. Это залог долгого и безопасного хранения мясных консервов. Соли должно быть 1,5–2% от общего количества мяса. Еще при приготовлении тушенки я всегда добавляю нитритную соль, и вам настоятельно рекомендую ее использовать. Тем более, что нитритную соль мы ежедневно употребляем с магазинными продуктами, такими как колбаса, сосиски. Она продается на любом маркетплейсе, и купить ее не составляет никакого труда. У меня 3 килограмма 260 грамм мяса. Для ровного счета на это количество я беру 50 грамм соли. Это не превышает 2%. И 30% от 50 грамм – это 15 грамм. То есть я беру 35 грамм обычной соли и 15 грамм нитритной соли. Соль добавляю в контейнер и хорошо все перемешиваю. Нитритная соль становится опасной только при нагреве более 150 градусов Цельсия. В процессе приготовления температура в банке не превышает 98 градусов при максимальном нагреве духовки. Теперь для того, чтобы тушенка была сочной и в банке образовался вкусный мясной сок, добавьте пол-литра бульона. Вместо бульона можно использовать, конечно же, воду. Так тоже будет очень вкусно. Теперь нужно бульон вмешать в мясо. Мясо должно впитать в себя абсолютно всю жидкость. На это уходит не более 10 минут времени. Но поверьте, этот шаг сделает тушенку на порядок вкуснее. Вот смотрите, не осталось ни одной капли. Мясо впитало в себя абсолютно всю жидкость, хотя поначалу казалось, что это просто мясной суп. Теперь беру пол-литровые баночки. Их я предварительно просто вымыла содой. Банки я не стерилизую, ведь они проведут в духовке не менее 3 часов и за это время прекрасно простерилизуются. На дно каждой банки я выкладываю 1 листик лаврового листа и 8 горошин душистого перца. Теперь в баночку очень плотно выкладываю мясо. Банка должна быть очень плотно заполнена. Не должно оставаться никаких пустых мест и воздуха. Поскольку я готовлю не в автоклаве и банки у меня с закручивающимися крышками, я их сразу не закручиваю, а плотно накрываю фольгой. Когда все банки заполнены, переставляю их на противень. В противень наливаю воду комнатной температуры. Все продукты обязательно должны быть комнатной температуры. Они не должны быть ни холодными, ни горячими, чтобы банки в дальнейшем не лопнули в духовке. В процессе приготовления вода из противня будет испаряться. И нужно будет обязательно пару раз долить воду. Но обязательно доливать нужно будет кипяток. Ни в коем случае не добавляйте холодную воду, иначе банки лопнут. Банки обязательно нужно ставить в холодную духовку, иначе они тоже лопнут. Но и сами банки должны быть целыми и неповрежденными. У меня одна баночка, по всей видимости, была повреждена, и произошла неприятность в момент закрутки. До этого ничего не предвещало беды. В духовке тушенка должна провести не менее 3 часов на максимальной температуре. Перед тем, как закрывать тушенку крышками, я их прокипятила 10 минут. Крышки должны быть очень горячими. Вот сняли с плиты и прямо из кипятка берем и закручиваем банку. Закручивать нужно очень туго и очень важно попасть в резьбу, если у вас крышки с резьбой, как и у меня. Проверяем каждую баночку на герметичность. Обязательно нужно убедиться в том, что в нее не попадает воздух и из-под крышки не течет. В итоге у нас получается такая замечательная вкусная домашняя тушенка, которой не страшны никакие отключения света, ведь она может спокойно храниться в темном месте без холодильника минимум полгода. А посмотрите, какое сочное и нежное мясо получилось. Это просто невероятно вкусно.
Если вам понравился рецепт, поделитесь им с друзьями. Это очень поможет нашему развитию. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых вкусных фишек!